Привет, дорогие друзья! Снова новое видео на моем канале, и я всех приветствую, всех очень рада видеть. Спасибо вам за поддержку, за комментарии, за ваши подписки. Канал потихонечку растет, что не может не радовать. Я взялась каждое видео начинать вот с такого видео-пролога, потому что хочется, чтобы наш контакт был более теплым и родственным, что ли, скажем так. Не знаю, как правильное слово подобрать. Но мне кажется, это дает больше близости. И если хотите, задавайте какие-то вопросы в комментариях, я с удовольствием буду на них отвечать. Потому что я, например, сама, когда наблюдаю за какими-то блогерами, мне в голове всплывают какие-то моменты, какие-то вопросы, а как, а почему, а что, а как жизнь, а что вот здесь. И, в принципе, многие задают их, и блогер отвечает на них. Поэтому буду очень рада тоже ответить на ваши вопросы. Вы знаете, ведение канала YouTube, я здесь, новичок, наверное, сколько я год, полтора веду, наверное, канал. И первое время я делала это нерегулярно, и поэтому не было никакого эффекта. YouTube не мог понять, кто я, зачем я здесь, что показывать людям. Но сейчас я себе поставила цель, и раз в неделю я стараюсь выкладывать видео, и это становится какой-то, не то чтобы рутиной, но это как работа. Потому что ты либо тратишь время на съемку, либо ты несколько дней тратишь время на монтаж и создание этого видео. И это действительно работа, это занимает очень много времени. Поэтому меня удивляет, когда люди обесценивают работу блогеров, влогеров, говорят, да что там. На самом деле это занимает действительно очень много времени, энергии. И когда это в удовольствие, это очень круто. Для меня сейчас это именно так. Я получаю огромное удовольствие. И я боюсь сглазить, я боюсь сказать что-то громкое, но мне очень нравится этот процесс, мне нравится снимать, мне нравится делиться, мне нравится показывать новые рецепты, мне нравится показывать Турцию моими глазами, моим взглядом, как я это вижу, как я это чувствую. В общем, это огромное удовольствие для меня, и я очень надеюсь, что в своих видео вы это чувствуете. Вот. В этом видео это видео будет более такое домашнее. Я буду немножко показывать свой дом, чем я занималась на этой неделе. Расскажу о книгах, которые я получила, в будущем, которые я буду использовать здесь на канале, чтобы готовить какие-то новые рецепты интересные. Тем более я рассказывала, что сейчас глубоко изучаю турецкую и греческую кухню, кухню Ближнего Востока, как оно все между собой пересекается. Вот. У меня, кстати, здесь кофе остывает, я совсем про него забыла за болтовней. Еще хотела рассказать, мне кто-то задал вопрос, что, Альбина, такие красивые аксессуары ты одеваешь. Да, это тоже... Я всегда стеснялась этого делать, хотя у меня очень много аксессуаров, бижутерии. Я очень люблю крупную бижутерию, действительно люблю, но иногда я стеснялась одевать это на видео, потому что я вроде как повар, и почему повар должен быть красивым, самое главное, ты вкусно готовишь и делишься рецептами. Сейчас я немножко поменяла точку зрения, я считаю, что надо транслировать то, что ты любишь. Вот. И вот эти серьги, я их одела впервые, эти серьги мне подарила дочка не так давно, на День матери, и они мне очень нравятся. Как вы находите? Мне кажется, очень красивые. Золото крупные, и ничего вычурного в них нет. В общем, я очень довольна. Поэтому я буду стараться всегда надевать новые какие-то серьги или старые, которые мне очень нравятся. В общем-то, буду себя приучать к такому образу, потому что он для меня естественен. В обычной жизни повседневной я часто ношу такие аксессуары и бижутерию, и я думаю, что и в видео я должна быть точно такой же, как и в жизни. Вот. Что еще хотела рассказать и показать? Я недавно говорила о том, что начинаю коллекционировать книги, и не так давно мне пришли 2 новые книги, я в этом видео их покажу, книги про Мизе, но недавно мы с мужем пошли на книжный развал, и здесь есть такие в Турции, в Стамбуле, то есть это где-то 2-3 этажа книжных отделов, полностью набитые разными книгами старыми, новыми, журналами, дисками, пластинками, в общем, там можно найти все, что угодно. И я нашла 2 замечательные книги кулинарные, вообще за очень дешево. Одна из них вообще просто шедевр. Это «Османская кухня». Я ее полистала, там так много интересных рецептов. Даже мой муж посмотрел, говорит, я некоторые рецепты вообще не знаю, и я хочу многое оттуда готовить. И вторая книга, это книга Айвалык. Айвалык – это такой городок на берегу Эгейского моря. То есть это поблизости с Грецией, очень знаменит в Турции. Туда очень много туристов отправляется, особенно турков.
или турок, турок, надо правильно говорить. Тоже чудесная книга, больше кухня такая средиземноморская, эгейская, очень много интересных блюд. Они все очень старые книги, но в них очень много полезного. В общем, я очень довольна, у меня коллекция моя пополняется постепенно. Вот, и больше вдохновения, больше настроения. В общем, я опять наболтала на 5 минут. Если, допустим, вам такой формат, где я много говорю, что-то рассказываю, не нравится, если вы отвлекаетесь на это, если вам хочется больше видеть картинку Стамбула, я не знаю, быта, без меня, без моих разговоров и болтовни, дайте, пожалуйста, об этом знать в комментариях. Я постараюсь адаптировать видео как-то иначе, либо пролог делать совершенно маленьким, на 30-40 секунд, чтобы просто ввести в курс дела и далее идти уже по видео. Буду вам очень признательна. В общем, приятного вам просмотра и люблю, обнимаю вас. Пока-пока. Поехали. Доброе утро. Сегодня у нас выходной, а точнее очень важный праздник в Турции. Это День памяти Ататюрка и День молодежи и спорта. Праздник этот в стране очень любим. И официальный выходной день. Повсюду развешивают красные флаги национальные. Вообще в любой праздник развешивают флаги люди с балкона, с окон, на разных компаниях, больших зданиях. Это, в общем, такой придает дух родины, дух патриотизма. Вообще турки очень патриотичные люди, максимально. И, наверное, в этой мере это здорово, и на это приятно смотреть. Вот, но я не о том. Коли мы сегодня все выходные, мы будем сегодня делать турецкий завтрак. И я хочу с вами поделиться рецептом традиционных турецких яиц, а точнее мидимен. Это такая яичница-болтунья с большим количеством разных овощей, в особенности томатов. Она очень сочная, в ней очень вкусно макать свежий хлеб. Вот, я уже практически накрыла стол к турецкому завтраку. Мы купили свежий хлеб, свежие семиты, свежую ачму, это такие сдобные булочки. Вот. И сейчас мы с вами приготовим мидимен. Дальше я покажу сам стол. У меня готовится турецкий чай. В двухэтажном чайнике, называется он чайданлык, на турецкий манер. Так что давайте покажу вам, как готовить эти турецкие яйца. Итак, что нам пригодится для приготовления этого рецепта? Нужен чеснок, репчатый лук. Но, опять же, в Турции есть два варианта мидимена. Есть с луком, есть без лука. Я люблю с луком. Хорошие томаты, сладкий перчик, специальный соус, кахвалты соус он называется. Можно немножко томатной пасты добавить или хотя бы просто, я не знаю, аджику какую-то чуть-чуть. Ну, если нет, то ничего страшного. Оливковое масло, ну и сами яйца, конечно же. Ну и здесь терочка, потому что томаты мы будем натирать на терке. Для начала мы на слабом огне разогреваем оливковое масло. Нарезаем с вами чеснок. Далее нарежем половинку луковицы. Целой луковицы будет слишком много. Так, здесь у нас тоже сердцевинку вот эту берем. Следующая очередь перчика. Ну и пришло время томатов. Томаты у меня розовые, очень вкусные. Натираем их на крупной терке. Вводим томаты. Мы ввели 1 ложку вот этого соуса томатного. У меня просто не снимала камера, так вышло. Вот я перемешала тщательно. Можете заменить на томатную пасту. Он добавляется только лишь для насыщенного томатного вкуса. Здесь есть специальные томатные, аджука называется, кахвалтык соус.
Сейчас мы с вами эту массу посолим. Добавим перчика красного. И черного, конечно же, перца. Еще раз перемешиваем. И буквально несколько минут даем потомиться, потому что нам не нужно, чтобы выкипала жидкость, она должна сохраниться, так как яйца наши будут готовиться в этой жидкости. И мини-мен в итоге должен быть достаточно не сухой, чтобы можно было макать хлеб и с удовольствием его есть. Еще маленькая фишечка от меня. Не знаю, делают ли так турецкие хозяйки или нет, я не помню. Но я добавляю кусочек сливочного масла. Так ваш мини-мен будет намного сливочнее и интенсивнее во вкусе. Наш соус готов. Теперь убавляем до минимума огонь, чтобы у нас яйца готовились медленно. И вводим яйца по одному. У меня будет 6 яиц, по 2 яйца на каждую персону. Так, мы ввели яйца, и теперь мы начинаем аккуратно их перемешивать. Некоторые в Турции оставляют желточек, вот так его не трогают, вокруг него соус, перемешивают только белок. Ну, то есть им нравится, как в глазуни, чтобы желточек был целый. Мы готовим обычный классический мини-мен. То есть я размешиваю все яйца на очень слабом огне. И они, вы знаете, доходят постепенно. Они не сохнут, весь соус не выкипает. И мини-мен остается при этом очень влажным и очень-очень вкусным. Я сейчас буду вот так потихоньку мешать. И в какой-то момент остановлюсь и выключу. Вот его консистенция, он уже практически готов. Я еще раз перемешиваю и даю чуть-чуть схватиться вот этой вот жидкости. И в целом также у меня одновременно готовится чай. Вот таких 2 чайничка. Здесь кипяток, здесь заварка. И первый этап — вскипятить воду здесь. Здесь уже сухая заварка прогревается. Сейчас мы убавляем огонь. И наливаем кипяток в эту часть. Теперь большой чайник мы снова наполняем водой. Эту часть мы ставим сверху, накрываем крышкой и ждем, когда снова закипит вода. Можно будет поставить на слабый огонь. Так, сейчас еще раз добавим огонь. Водичка закипит, и мы его убавим. И тогда чайник будет готовиться. Он так может до часу и больше стоять на слабом огне, томиться. И так будет чай вкуснее. Здесь я смешиваю турецкий черный чай и чай с бергамотом 50 на 50. Мы очень любим такое сочетание вкусов. Итак, пока мой супруг наливает нам вкусный турецкий чай, я покажу вам, что у нас сегодня за застолье. Так, обязательно на турецком завтраке должна присутствовать корзинка с хлебами и булочками. У нас сегодня симит свежий, ачма, такая сдобная булочка, свежий хлеб, очень вкусный, из пекарни. И много маленьких тарелочек со всякими вкусностями. Здесь, конечно же, свежие овощи, какие-то мясные нарезки, сыр, авокадо, обязательно оливки, огурчик, каймак обязательно и мед. Потому что симит едят именно так турки. Сливочное масло и, конечно же, мини-мен. Ставится вот в такой большой сковородке на стол, либо делают порционно в маленьких сковородочках каждой персоне и ставят на тарелочку сюда. Ну, мы делаем по-простому, по-семейному. Ни к чему мне покупать кучу маленьких сковородочек. Вот так это выглядит. Приятного аппетита! Берется хлебушек и макается. The name is Chiquitamos. It's very old, I think, yes? It's not old. It doesn't Like look maybe like 20 this years. guy.
think he's a superstar. He's still thinking like this. Yes. За один день пришли мои долгожданные книжки с Амазона. Давайте их откроем вместе. Ну что, пришли две книги про Мизе. У меня в России большая коллекция кулинарных книг, которые я не могу так привезти сюда, потому что они очень тяжелые. Вот, и я решила начать собирать кулинарные книги здесь, на английском, на турецком языке. Здесь собраны Мизе со всех стран, не только турецкие, потому что эта традиция присутствует на всем ближневосточном мире, в Средиземноморье. Классная книжка. Ну-ка, давайте. Sharing Place from Middle East называется. Вот мы видим здесь. Марокканская даже тематика здесь есть. Может быть, и марокканский даже это автор написал. Ну, оформлено очень красивое. Вообще все Мизе пересекаются, конечно, между собой. Ну что, будем с вами готовить к этим книгам. Буду делиться с вами рецептами. Ручки чешутся. Я обожаю работать с кулинарными книгами. Мне они дают больше вдохновения, больше удовольствия. Просто смотреть картинки. Очень эстетично, очень приятная бумага. Следующие две книги будут у меня «Кухня Греции», «Кухня Турции». Большие две энциклопедии. Так что, ура! Вернулись с базара. Полный стол свежих, вкуснейших овощей и фруктов. Сейчас я вам покажу. К сожалению, у меня кухня так расположена, что я не могу ставить штатив где-то и удобно рассказывать вам лицом и показывать, что я купила. Это не очень удобно, поэтому я буду показывать в обратную сторону камеру. Я просто покажу, что купила сегодня замечательные тарелочки. Вот такие. Очень они мне нравятся. Посмотрите. Такая птичка милая. И к ним еще такие же малышки. В Турции посуды очень много продается на любой вкус, цвет и кошелек. И здесь вы знаете, что к завтракам подается очень много разных закусочек, сырики, оливочки, мед и так далее и тому подобное. И для этого всегда нужны маленькие мисочки. Вот они всегда очень актуальны. Такие у меня их 4. И действительно я всегда использую что-то подобное. Они очень быстро бьются. Вот. И вот эти тарелки тоже к завтраку будут шикарны. В общем, я очень довольна. А сейчас давайте перейдем к закупке на базаре, на котором я очень давно не была, и покажу, что сезонного сейчас и сколько сейчас это стоит. Вы нажайте на свою валюту, я буду говорить вам в лирах. Поехали. Ну, вот такой ассортимент. Огромный, я считаю. Очень красивый, яркий, весенний. Поэтому давайте быстренько покажу, что я купила сегодня. Здесь у меня черемша. Это такая зелень, дикий чеснок, очень ароматная. Она потрясающе получается. Вот какой интересный у нее цветочек, видимо, даже сама не видела. Она очень здорово в пирогах, в омлетах, фриттаты делать. В общем, вкусная история. Ароматная зелень. Здесь лук порей, пурасазис он называется, 50 лир килограмм. Вот такой красивый перчик зеленый, 50 лир килограмм. Я его буду фаршировать сыром и обжаривать на огне под крышечкой. Шпинат. Шпинат свежий, самый сейчас сок сезона, поэтому он дешевый. Здесь килограмм шпината, 35 лир. Голова салата, вот такая красивая. Квырджик он здесь называется. 50 лир большой. Огурчики тоже самый сезон, подешевели, по 50 лир огурчики. Более длинные это маленькие, узенькие такие, они тут дороже ценятся. А более длинные, толстые, они по 35 лир килограмм. Из зелени мы всегда берем рукколу. Вот таких 2 пучка, каждый пучок по 15.
Петрушка, укроп тоже по 15 лир. Оливки. Здесь сыродавленные, не соленые, мои любимые, они самые дорогие, но я понемножку их беру. Они 450, по-моему, или 500 лир. И здесь оливки тоже крупные, фаршированные лимоном или апельсином. Так, далее бананчики анталийские маленькие по 85 лир за килограмм. Здесь у нас салат айсберг. Здесь он называется гёбек или марул. По 35 всего подешевел. Мушмула. Самый сезон сейчас, поэтому она недорогая. 80 лир килограмм. Я купила 2 килограмма. Будем объедаться и, может быть, сделаю варенье. Так, сырики. Любимый сыр наш. Такой столовый сыр с кусочками грецкого ореха. Очень вкусный. Здесь сыр к завтраку. Не соленый. Тусус он называется. Пресный такой сыр. Я такой очень люблю. Потрясающе вкусный с медом. Также вот такой сыр. Забыла название его. Он, знаете, такой внутри как будто бы свежий зеленый лучок. Но, наверное, это какая-то другая зелень. Точно отлу называется сыр. Что это конкретно, надо смотреть. Если знаете, напишите, какая это трава. Розовые томаты. Тоже новый уже сезон. По 100 лир за килограмм. Вот эти вот я нашла. Сейчас очень дешевые баклажаны. Вот эти баклажаны сорт Бустан. Я нашла всего по 25 лир за килограмм. Это очень дешево. Также есть другого сорта, более вытянутые, длинные. Они, по-моему, подороже. Красные перцы. Они всегда подороже толстокожие здесь. Вот эти по 100 лир. Но я взяла 4 штуки, чтобы запекать и делать из них мезе. Ну и деревенские яйца. Деревенские яйца. Очень яркий желток у них. Очень вкусные, крупные. Вот эти по 9 лир за одну штуку. Так, все рассказала, все показала. Пишите в комментариях, как вам цены в Турции на сегодняшний день. Что у вас дороже, что дешевле. Мне прям очень интересно, потому что у меня подписчики, я знаю, из разных стран. У кого что, как по расценкам. Обязательно пишите, буду очень рада и отвечу обязательно на все комментарии. У нас сегодня парковка на 5-м этаже с открытым видом. Сейчас покажу, какой чудесный вид отсюда на город. Башня Чамлджа. Здесь торговый центр Эмар, Акасия. Это то, что в нашем районе. Это азиатская часть. И крыши домиков. Прошу прощения. Ну что, приготовим с вами голубцы с белокочанной капусты. Фаршировать будем мясо. И я добавлю к мясу разные овощи и рис. Так, капусту нам надо с вами промыть. Капусту я промыла. Теперь нам нужно вырезать с вами кочерышку, чтобы отделить наши листики. Верхний листик я убираю, потому что он впитывает в себя очень много грязи. Добавляем капустные листочки.
Пока готовится наша капуста, точнее капустные листы, я хочу почистить лук. И вы спросите, почему так много лука? А потому что я хочу сделать еще и луковые, как это сказать-то? Я хочу приготовить суан долмасы. Это лук, фаршированный этой же начинкой. Возможно, кто-то знает это блюдо, а возможно и нет. Это, я думаю, что чисто турецкое блюдо. Если, допустим, виноградные листья, капустные листья готовят во всем мире, то блюдо, где фаршируют лук репчатый, я встречала нечасто. Ну, возможно, балканские страны и ближневосточные, скорее всего. Так что сейчас я вам покажу, как это делается. Нам надо зачистить лук. Итак, что нам нужно сделать дальше? Нам нужно сделать с вами вот такой надрез. Чтобы лук легко отделялся впоследствии. Мы его с вами тоже будем приваривать, так же, как и капусту. Ну и начнем с вами собирать начинку. Так, чтобы не выкидывать вот эти штучки луковые, я их тоже пущу в фарш. Добавляем лук к мясу с чесноком. Перчик, конечно же, мелко-мелко нарежем. Далее добавим с вами рис. Вот такую плошку я добавляю. Ну и добавим с вами специи. Здесь у меня смесь. Я собрала все на одной тарелочке. Сухая мята, кумин, красный острый перчик, соль, тимьян, сладкая паприка и черный перец. И тщательно сейчас все перемешаем. За счет всех этих специй и сладкого перца в составе начинки мясо получается очень ароматным. И по вкусу, знаете, напоминает турецкие кёфте. Вообще это классический набор специй для турецкой кухни. Всегда сухая мята, всегда тимьян, часто паприка, часто острый красный перец. И очень часто кумин. Начинка готова. Капустные листочки готовы. Сейчас я их буду доставать аккуратно. Ну что, давайте нафаршируем наши голубички. Я планирую делать совсем маленькие, потому что, как я уже говорила ранее, капустные листы очень маленькие, так как капуста была маленькая, поэтому будут у нас совсем крошечные долма такого размера. Так, лучок я достала. Сейчас я его промою холодной водой и буду отделять вот такие штуки. По сути, здесь мы будем заворачивать нашу начинку. Луковые колечки готовы. Сейчас мы будем их наполнять начинкой. Берем луковое колечко. Наполняем его фаршем частично. И вот таким методом закручиваем. Выкладываем на форму.
Вот так это выглядит в форме. Очень симпатичное и красивое блюдо выходит. Давайте покажу поближе. Сейчас я все это залью томатным соусом и поставлю в духовку. Вообще такое блюдо также можно делать и в греческом стиле. Заливать соусом авгу лимоне, который состоит из лимонного сока и яиц. Ну, тут по настроению. Я как-то уже готовила в греческом стиле. Рецепт есть у меня в Инстаграме. Ну, может быть, еще разочек приготовлю для канала YouTube. Ну что, продолжим. В соусы я добавлю вот в такой стаканчик воду. И ложку томатной пасты. Также обязательно посолю. Поперчу. Добавлю немножко сладкой паприки. Также добавлю хлопья лука и сухой чеснок гранулированный. Теперь все это перемешаю. Заливаем наши голубчики или нашу долму. В каждой стране их называют по-своему. Соуса я сделала побольше, я его оставлю на запас, потому что на днях буду еще готовить другое блюдо. И ставлю запекать. Знаете, что я делаю, чтобы не испортилась томатная паста? Она хоть в железе, хоть в стекле очень быстро портится. Но я не нашла маленькую упаковочку, взяла вот такую банку. Я наливаю оливковое масло и солю. Так оно консервирует немножко и не так быстро портится. И убираю в холодильник. Готово. Лук в процессе запекания карамелизируется и становится очень симпатичным в этом блюде. Подается это блюдо с йогуртом. Также у меня здесь сметана, руккола, овощи какие-то. Я думаю, что гарнир здесь не нужен, так как внутри рис, но вообще по желанию. И плавно перейдем с вами к приготовлению пирога. Пирог я буду делать с черемшой, которую я вам уже показывала. Вот она просохла, промытая. Я сейчас ее нарежу, обжарю ее на сливочном масле, либо на оливковом. И буду дальше показывать, как мы будем собирать наш пирог. Для этого мне нужно слоеное тесто. Здесь оно одного вида. Вот оно называется мильфей хамуру. Разных фирм, конечно же. Буду его использовать. Пока мне разогревается масло, я нарежу черемшу средними брусочками. Даже не брусочками, просто средним размером. Потому что она в любом случае на сковороде уменьшится гораздо уменьшится в размере, конечно же. Поэтому тут это не принципиально. Так, черемшу мы с вами буквально немножко припустили вот до такого состояния. Также я добавлю укроп и петрушку, даст дополнительный аромат пирогу. И, конечно же, рассольный сыр. Его здесь трется очень много. Раскрошим его прям руками.
Сыр вы можете использовать любой рассольный, какой у вас есть под рукой. Брынза, фета, сулугуни. Можно смесь нескольких сыров, соленый и пресный. Можете моцареллу чуть-чуть добавить. В общем, по вашему желанию, любой сыр здесь подойдет. Добавим также одно яйцо. Добавим немножко черного перца. Солить я не буду, так как сыр соленый. Хочу добавить также немножко тимьяна сухого и оливковое масло. Все тщательно перемешаю. Какой аромат стоит, вы не представляете. Если вы не нашли черемшу или в вашей стране, в вашем городе ее невозможно достать, похожий пирог можно делать с любой зеленью, которая у вас есть под рукой. Шпинат, лук, петрушка, укроп, мангольд, свекольная зелень. В общем, ничего не возбраняется. Тесто можно использовать, в принципе, какое вам нравится. Можно фило, можно даже дрожжевое какое-то, можно тесто на пиццу. Я сегодня использую слоеное, потому что мне нужен быстрый результат. Вот. А в Турции слоеное тесто выглядит вот таким образом, пластинками для мильфёя. Оно у них потому что для десерта. И мне приходится все время вот это вот скреплять. И это очень забавно, чтобы раскатать пирог. Ну, я думаю, ничего страшного. Так, тесто выкладываем. Противень я предварительно смазала маслом. Можно на пергамент. Форму можете использовать любую, конечно же. Начинку распределим. Также у меня есть немного свежего горошка. Крашу немножко спаржей. Я хочу присыпать свежий горошек тоже сюда. Пирог готов. Пахнет потрясающе вкусно. Выглядит потрясающе аппетитно. Я очень обожаю такого типа выпечку. Слоеное тесто, конечно же, многие любят. Ну, я, как и говорила, можно использовать разные теста здесь.